Приветствуем вас на канале «Сказочные исследования». Где сказка становится былью. Мы, Марина и Виктор, здесь, чтобы вдохновить вас на сказочные изменения в жизни. Так что оставайтесь вместе с нами. Тема сегодняшнего нашего выпуска – это мужской код или ценность и достоинство в глазах себя и мира. Да. Ну что, сегодня у нас речь пойдет про сказку, такую сейчас достаточно ярко проявленную в России, да, в российском пространстве. Это «Летучий корабль». Она не единожды экранизировалась, и был раньше мультик, такой есть советский мультик «Летучий корабль», а сейчас вышел фильм. Но сама сказка, сама основательная сказка гораздо интереснее и глубже, как кажется на первый взгляд. Конечно же, мы видим в начале данной сказки то, что в семье есть три брата. Угу. Первые два брата у нас, как говорится, семья их любит и принимает, а третьего младшего, самого младшего, они как бы считают, его родители считают, что он недостаточно хорош, чтобы идти и проявлять себя как мужчина. Угу. Вот что ты об этом думаешь? О чем именно? О идти проявлять Ну, мужчину? о такое положение дел в семье, например, что вот есть три человека, и двое из которых считаются как бы окей, нормальными, а Угу. третьего когда-то отбрасывают как котенка, говорят, ты недостоин, ты вообще никакой, ты вообще дурачок как бы. Ну, дурачок это... Вообще слово «дурак» достаточно сильное слово, если мы идем изначально, да, и имеет такой... Дурак у нас кто? Тот человек, который без головы, да, по Мгм. сути. Ну, если представь, человек без головы, чем он живет? А только эмоциями, как растение, я так понимаю. Он живет сердцем. У него А, все движение опущено перепутал. ниже. Вот. И в сказках обычно очень часто бывает, что есть либо три брата, либо три сестры, и это, говорит, ум, тело и эмоции, да, чувства. Мгм. Вот. И первые два брата олицетворяют тело и ум. А уже третий – это про чувственность, про интуицию, про тот, кто идет неординарным путем, идет своим путем. Ну и чаще всегда он выигрывает и остается в дамках. Я видел главного героя, в частности, вот Ваню, как некого такого человека, который является чистым листом. В нем, как говорится, ничего не записано, нет никаких ни предрассудков, есть просто какое-то такое доброе отношение к миру. Вот я так почувствовал, когда это читал. То, Ну, что у него нет ни врагов, нет ни хорошего, ни плохого, как бы вот все есть то, что есть, то, что как он видит. ну, по сути, ты говоришь о том, что нету никаких смысловых конструкций, Ну да. мыслительных конструкций по отношению к миру. Да, и каких-то предубеждений таких негативных тоже об этом Ума мире нет. нет. Ума нет, да. А заметь, а вот тех двух братьев как раз я так почувствовал, что они были. Но у нас всегда есть предубеждение и в уме, и в теле, да. Тело будет съеживаться, если мы там будем сувать руку в огонь. Мгм. Да, то есть в некие моменты они всегда в нашем теле записаны. И конструкция у нас есть, мы какого-то человека уже представили себе в негативном характере или наоборот в позитивном характере, но мы с этим человеком так и общаемся в рамках тех представлений, которые мы о них складываем. А если мы говорим, что мы идем без ума, да, идем только чувствами, только ощущениями, то мы открыты разным граням этого человека. Открыты миру, по сути, и всему тому, что мир предлагает. Также был открыт мир, и у него не было никакого представления о том, что вот у них не получилось, и у меня не получится. У него было такое, что он хотел, и пошел. Но там И интересно, интересный момент. интересно тем, что, во-первых, двух братьев послали, да, и дали им с собой еды. Да, То есть что дали? Еды, ресурсов, пищу пищу. для ума и пищу для тела. И когда эта пища истощилась, ум и Они... тело вернулись обратно в освоясье, да, если мы так будем Мгм. называть братьями. Еще раз нужно сказать, наверное, о том, что сказки могут интерпретироваться по-разному, исходя с разных уровней сознания, осознания, да, вот, и у них могут быть разные вариации, это абсолютно нормально. Вот, и, соответственно, они вернулись обратно в дом, в родительский дом, и дальше развитие не идет. Да.
а когда ты идешь с позиции... Вообще, еще раз повторюсь о том, что само имя уже у главного героя, оно достаточно сильное. В русской традиции имя Иван и в русской традиции дурак достаточно сильные слова, которые говорят о том, что это люди, которые могут находиться на связи со своим бессознательным и со своим эмоциональным интеллектом или слоем, да, кому как удобнее будет Мгм. слышать. Ну, то есть такая некая прямая связь, ну, действительно, как ты сказала, с бессознательным, Да, без такой призмы оценивания ума, да, без потому что, фильтров. ну, все в этой жизни относительно. Иногда самые плохие события, да, становятся для нас самыми большими шагами в нашем развитии. Несмотря на то, что человек сам по себе является чистым листом, у него уже есть некий зародыш такого, так сказать, мужчины, мужского, что вот как я сказал, так это и будет. И мне это уже на самом деле понравилось, такая нотка бунтарства. Но они же вообще не просто так все собирались уходить из дома. Мы, наверное, с тобой не сказали о самой главной вещи. О том, что царь издал указ о том, что кто построит летучий корабль, тот женится на моей дочери, соответственно, принцессе. То есть они не просто так куда-то ходили в лес для того, чтобы что-то в лесу поделать. А у всех этих героев была своя цель. Но, как мы видим, у тех героев, которые первые два героя, когда у них пища закончилась, когда у них закончилось то, что их напитывает, они вернулись домой. А у третьего героя у него желание, его стимулирует желание. Ведь желание а, стать мужем принцессы. И когда это желание внутри горит, человека ничего не останавливает. Это уже требует от человека наличия каких-то качеств мужских. Не просто вот инфантильно что-то я захотел и получил. А вот именно прокачать себя как мужчину, быть достойным. Ну вот здесь ты прав очень, что нужно быть достойным своей невесты, вырасти, да, то есть вот это вот осознанный рост. И при этом он не знает, как это будет. У Да, него нету никакого пути, он просто идет за своим желанием. достаточно мило пообщался со старичком, который уже ему встретился, войдя в лес, когда он уже собирался начать делать корабль, не зная как. То есть он уже встречает этот мир с открытым сердцем, не подозревая, не имея никаких фильтров. Это на самом деле в наше время не каждый способен так воспринимать людей и мир. Мы с тобой на эту сказку смотрим немножко с разных уровней, Да. потому что ты так смотришь на уровне более таком Приземленным? приземленным, да, скажем так, бытовом. И это тоже очень ценно, потому что это у тебя вызывает чувства, мысли, ощущения какие-то, да, и где-то ты этого героя связываешь с собой. Но если мы опять вернемся к сказке, то мы видим, что ему встречается мужичок, и мужичок там просит его, по-моему, поесть. А у него только корка черствого хлеба. Не, он у него спрашивал, он видит старого мужичка, такой говорит, вот я не знаю, как построить корабль, может быть, вы, старый человек, вы на опыте, вы подскажете что-то? Ну, видимо, есть разные версии Ну, в этой целом, да. сказки. Я думаю, что и тот, и другой вариант, он где-то присутствует. Но вот опять-таки, первое, что, во-первых, он встречает мужчину, да, старого мужчину, старца, и это можно рассматривать как мужское, да, взрослое, мудрое мужское, как встречу с мужской частью рода. То есть то, что может дать ресурс, то, что может напитать. Вот. Но прежде чем напитает, да, вот если мы смотрим ту версию, которую я читал, то там он делится даже черствой коркой хлеба. Да, то есть я готов с тобой разделить свою пищу, и Да, когда он готов что-то поделить, ему дается обратно. То есть вот когда есть у меня готовность последнее. отдать свои ресурсы, по сути хлеб это мои ресурсы, то я получаю что-то новое взамен. Мгм. И когда я рассказываю, помимо того, что я готов отдать ресурсы, я еще говорю о том, что я желаю, да, то есть у меня есть
Намерение этого намерение, да, получить, то тогда приходит нечто новое в жизнь. Что вот такое вообще корабль? Да, если мы смотрим символику, важно понимать, что такое корабль. Вот для тебя что такое корабль? Для меня, прежде всего, это, конечно же, средство передвижения, корабль, Угу. на котором я могу перейти с одного берега на другой, плюс перевести ценные ресурсы и людей также. Угу. Ну вот ты говоришь сейчас больше о морском корабле, да? Да, а А, не сказочном. да, о морском корабле, который это некая емкость, которая может перевести меня с одного берега на другой берег. И здесь очень интересно, что если мы говорим о морском корабле, то он может действовать благодаря двум стихиям. Стихии воды и стихии воздуха. Мгм. Правильно? Стихия воды или море, да, это такая женская материнская структура. А воздух это уже более отцовская структура. И если мы говорим о том, что корабль у нас летучий, он умеет летать, то есть то, что здесь, что здесь раскрывается? То, конечно же, раскрывается, как мне вот сейчас я выяснил, раскрывается первоначальное наполнение мужским качеством летучий, то есть не связанный с водой, по сути. Такая мужская символика раскрывается. Ну, вся сказка построена на мужской символике. Там принцесса фигурирует один раз. Да. Вот в одном месте сидит принцесса, она сидит в замке, и все. Там в замке, в тереме, где как. Вот. А так освоение своего духа, да, летучий корабль — это вот связь с духом, притом родовой, да, он построен из дерева. А дерево — это связь с родом, Ну да, по сути, корни, которые уходят. конечно. И Да. все это благодаря топору, который дает этот старичок, дает мудрое, родовое, мужское, молодому мужскому. И учат этим топором пользоваться. Вообще топор это такой супер классный символ, который фигурирует во многих сказках. Ну, вот та же самая по щучьему велению, чтобы прорубить ему понадобился топор. Опять-таки в разных вариантах есть разные истории, но в дальнейшем ему снова понадобился топор, чтобы наколоть дров. Мгм. То есть, да, вот топор и дерево, они очень связаны. Что-то нужно разрубить для того, чтобы что-то построить. И, соответственно, здесь, в этой сказке, там обрубается сосна. Старичок начинает его учить, как с этим деревом взаимодействовать. А если мы посмотрим на сосну, что такое сосна или елка, да, вот эта символика, то это уже женская символика. Вечно зеленого, вечно растущего дерева, где вот обрубаются все связи с материнским, да, еще сосну можно говорить о ней как о материнском символе. И вот это вот все обрубается. Из этого строится новая емкость для того, чтобы можно было летать. То бишь Да. корабль. Да, то есть по сути у нас топор является неким таким инструментом, который позволяет человеку сепарироваться от родителей и, может быть, даже сепарироваться немножко от созависимых связей. От созависимых отношений. Да, И это зависимых. дальше раскрывается в сказке. Да. И да, и старичок-то сам тоже знал, как пройти этот путь. Не зря же он посоветовал главному герою сажать на корабль каждого встречного попутчика, Ну, которому встретится. в родовой системе бывает, есть опыт, и просто мы не всегда слушаем. Ага. И очень часто идем каким-то своим путем. А здесь вот есть опора на родовую систему, на родовое мужское. По сути, если да, вот рассматривать сказку сквозь того, что ты говоришь, то получается, это не просто попутчики, а это попутчики, которые позволяют, это попутчики, так сказать, кирпичики, которые позволяют заполнить этому молодому юноше те мужские качества, которые не хватало в его родовой системе, чтобы вырасти, ну, стать достойным, как мне кажется, своей цели. Я бы сказала немножко по-другому. Я бы здесь сказала, что соединиться со своими теневыми частями личности. Теневыми даже.
Да, с теми, теми, кого мы не всегда сажаем на корабль и не готовы посадить. Да, вот как раз, кстати, вспомнилось последнее его слово «посадить и принять этих гостей». А мы часто не принимаем свои теневые стороны личности, особенно, в частности, там такие попутчики были, как объедала, опевала. А мы Мгм. это не принимаем в себе, мы говорим, что это не мы. Догадываешься, что это за попутчики такие? Да, это как раз, правильно ты сказала, теневые. Но интересно, что в тени живут не только объедала и опевала, да, а живут еще слухач. Мгм. Как ты думаешь, что это такое за попутчик? Ой, я думаю, что это такой человек, вообще попутчик такой, который, во-первых, слышит мир, слышит себя и слышит главное, что он хочет. Ну, то есть, куда направлен его фокус слуха, это не внимание, а уже слуха. Мгм. Сосредоточенность такая. Мгм. То есть, понимаешь, да, иногда в тени содержится, иногда мы не знакомы со своим слухачом, потому что слышать себя не принято. Принято быть хорошим для других, а Да, не только не то, чтобы слышать себя. да, это очень хорошее качество быть в фокусе своего внутреннего голоса. Да? Да, и вот молодой человек как раз внял совет старца и безропотно, ну, с открытым сердцем, опять свойственно главному герою, и уже, как сказать, плывя на корабле по ветру, принимает этих всех попутчиков, которые он встречает А с давай этими дадим суперспособностями. задание зрителям в комментариях. Как вы думаете, какие качества личности показывают другие попутчики? Да, это будет очень интересно. Делитесь своими мнениями в комментариях под этим Да, видео. да, спасибо вам за ответы. Да, мы все ответы читаем и будем готовы на них ответить. Мгм. И- Собрали 7 попутчиков, мы не рассказываем, да, не рассказываем каких. не раскрываем тайны каких, но если вот захотите, прям чтобы мы поделились, мы об этом более подробно поговорим в следующем видео. Да. Вот. Соберем попутчиков на корабль. И Но, каждого разложим. да, но далее, как мы видим сюжет сказки, такая красивая картина раскрывается. Корабль-то построен, к замку он причалил, но сам царь меняет вдруг Свои условия. свои условия и говорит о том, что не-не-не, ты недостоин моей дочери, Да, и все-таки, говорит, ты недостоин. даже если у тебя есть корабль, и начинает его испытывать. Вот это вот качество настоящего мужского, мужское проявляется в испытаниях. И как мы видим, в дальнейшем по сказке все попутчики помогают ему пройти испытание. Но здесь мы, наверное, еще посмотрим на один такой интересный момент, на саму принцессу. Каково побыть принцессой той, которой папа говорит то, что этот мужчина тебя недостоин. И говорит, вот пройдет еще испытание, и тогда да. Представляете, какая вера у этого царя в свою царственную дочь. Он ищет ей именно достойного жениха. Очень Ну, часто женщины выходят замуж за первого встречного, того, кто их полюбит, только потому, что внутри нету вот этого отцовского, который говорит, он тебя недостоин, который не испытывает. То есть женское достоинство, оно очень, очень здесь бывает такое слабенькое, невыросшее. И вот в этой сказке она красива тем, что здесь и женское чувствует себя достойной или нет, и мужское подрастает для того, чтобы быть достойным этого царства и принцессы. То есть здесь рост происходит двухсторонний. то есть, да, у всех идет рост. У принцессы он уже есть рост, но он подтверждается, да, а у дурня идет свой рост, да, там он дурень, Иван, там по-разному Мгм. идет свой рост, и он за счет сбора частей, он
и за счет испытаний он показывает о том, что он достоин и в конечном счете свергает царя. Когда царь уже совсем перешел все границы, по сути, уже выставлял настолько нереальные условия, что, ну, тоже, так сказать, по-моему, это вершина такого мужского качества, когда он все уже собрал. Ну, То когда есть ты он, чувствуешь, что ты достоин, тебе уже никто не указ, ты сам становишься царем в своей голове. то есть тут прямо феноменальный рост идет, квантовый даже скачок. Ну да, рисуя эту сказку или проигрывая, очень много, ну, то есть открываешь в себе те качества, которые дают быть достойным в этой жизни самого лучшего, достойным быть царем в своей жизни. То есть разные грани, всегда показываются разные грани той или иной сказки. Главный герой обретает именно то, что, к чему он стремился, при этом приобретая те качества, которые ему не доставало. И заметьте, цель стать мужем царевны, принцессы, тут же достигается, как только он собрал все свои теневые качества и принял их. Ну, если мы будем рассматривать с этой точки зрения. Стал То с есть, ними в контакте. да, стал с ними в контакте, и тут же произошло и принятие мира, и вот и достижение своей главной цели. И жизнь стала, как мне показалось, в балансе сразу. То есть Ну, когда ты становишься царем своей жизни, как она становится? В балансе или нет? абсолютно. М. Тогда здесь нет слов. А как ты, Марин, бы вот рассматривала самого царя с точки зрения, допустим, вот его поступков, когда он постоянно менял условия? Это же только ли он хотел проверить? Сначала он испытывал, а дальше у царя появляется страх потери власти. И так всегда, если мы рассматриваем, что царь это такой главенствующий в нашем внутреннем мире, то старое всегда боится, когда приходит на смену новое и пытается удержаться. Да, любое убеждение, оно пытается остаться с нами надолго и закрепиться, нежели меняться на что-то новое. Правильно ведь? И здесь, соответственно, старые устои хотят быть и продолжать править. Почему такое задание «Летучий корабль»? Невыполнимое. Да, Изначально невыполнимое задание. Для чего? Для того, что я хочу оставаться навеки царем. И, по сути, пленить царевну. С одной стороны, мы говорим про достоинство, а с другой стороны, про плен царевны. То есть не отдавать ее замуж. И дальше он следовал этому движению. И у него там был его советник, который давал разные нереальные задания. нереальные задания. Да, то есть здесь множество, опять-таки в сказке всегда раскрывается множество граней. И дальше просто царь свергается и приходит новая конструкция, которая правит. То есть править начинает чувство. Мгм. Да, и как раз вот, когда ты говорила, я опять же проанализировал, исходя из того, что мы начали как сказку, я понял, что в этот момент, когда он видит, что Иван выполняет все задания, в самом царе заговорили его теневые качества, которые он сам в себе не принимал. И как только он в них погрузился с головой, он тут же все потерял, по сути. Да. Поэтому тут еще сказка действительно учит о том, чтобы принимать даже все свои части, несмотря на то, что теневые они, не теневые, они все есть, с ними можно ужиться. Ну, да, у нас такое есть пугающее понятие теневые части. И как будто бы это что-то страшное, это что-то непонятное. Это просто то, что мы не знаем. Оно нами неизведано. Но на самом деле в любой темной комнате включи свет, и вы найдете очень много ресурсов. Мгм. Больше, чем страшилок, больше, чем то, что вас пугало. Очень часто еще называют, да, золото тени. То есть в тени достаточно много золота. Да, и, кстати, вот эти попутчики, опять же, вы напишите в комментариях, какие именно там были попутчики и какими качествами они обладали. Они помогали пройти даже самые нереальные испытания от этого царя. Вот, казалось бы, да, вот с первого взгляда посмотреть на эти качества, это негативный, сплошной негатив, но это позволяет пройти сквозь такое, что абсолютно. Где-то негатив, где-то позитив, где-то по-разному. Просто, вот знаешь, не бывает позитивных или негативных качеств.
Бывает то, что как мы их в жизни проживаем. Построить свой летучий корабль для того, чтобы достичь своей цели, Да? приняв все свои качества. Поэтому как бы есть факты, с которыми мы делаем выбор, как с ними взаимодействовать. Мы делаем выбор, брать их на наш корабль или не брать. Итак, мы с вами поговорили уже о том, что необходимо принимать свои качества, свои эмоции. И чаще всего, конечно же, в этом помогают специалисты профильные. Если подвести итог, то мы здесь можем просмотреть мужской путь, да, и он начинается от желания стать царем, от желания присвоить себе царевну, да, то есть выйти замуж за царевну. И с этого начинается тот путь, который движет. Следующая история — принять от рода те подарки, которые он нам приготовил. И представляете, этим подарком является топор. Да, мужской такой тоже символ серьезный. Очень сильный, серьезный символ, да, об этом можно написать в телеграм-канале. Что же за символ? Или в Топор. комментариях. Или вы можете в комментариях написать, да. И дальше войти в контакт со своими частями, которые будут встречаться на пути. Даже самыми нелепыми, наверное, как кажутся они на первый взгляд. Потому что в дальнейших, в испытаниях, которые вам придется испытать. Мужской путь — это путь испытаний, это путь движения вперед. И в этих испытаниях, конечно, понадобятся те части, которые сели на корабль и стали единым целым с нашим героем. И, соответственно, почувствовав, что внутри я достоин, взять уже принцессу в жены, свергнув того самого короля, который правил до того. Ну вот и все на сегодня, дорогие друзья. Надеемся, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забудьте также подписаться на наши телеграм-каналы. Там вы сможете найти много полезной информации по данной теме и не только. А также оставляйте свои комментарии ниже. И делитесь этим видео со своими друзьями. Да, всем спасибо. Спасибо, что вы нам уделили время. До новых встреч! Пока-пока.